Всем привет! Хотели бы вы купить мощный и игровой смартфон, который имеет 18 гигабайт оперативной памяти, встроенный кулер, отличный AMOLED дисплей на 6,8 дюйма, 512 гигабайт своей флеш-памяти, отличную аккумуляторную батарею, Android 12 из коробки и отдать всего $800. И есть такой гаджет. Имя ему Nubia Red Magic 7 Pro. Как и ожидалось ранее, он совсем недавно был представлен на мировом рынке. Отличные технические характеристики, конечно же, мы получили. Но стоит отметить и то, что смартфон выделяется на фоне большинства конкурентов дисплеем без вырезов и подэкранной камерой. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, смартфон Red Magic 7 Pro получил отличный 6,8 дюймовый AMOLED дисплей. Разрешением Full HD плюс 1080 на 2400 пикселей. С поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. И 16-мегапиксельную камеру под дисплеем. Частота опроса сенсорного слоя достигает 720 Гц. Причем дисплей реагирует на несколько касаний одновременно. Основной плюс дисплея это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие, конечно же, от IPS. Гаджет оснащен однокристальной системой от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года. Изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex-X2 на 3.0, 3 ядра Cortex-A710 на 2.5 и 4 ядра Cortex-A510 на 1.8 ГГц. В максимальной конфигурации смартфон получил целых 18 гигабайт оперативной памяти LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью, конечно же, снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. Своей флеш-памяти будет 512 гигабайт UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Nubia Red Magic 7 Pro оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. Тест на воспроизведение видео показал солидный результат 15 часов. Вместе с тем используется технология восстановления батареи BHE, которая почти удваивает срок службы батареи. Также напоминаю, разница между глобальным Red Magic 7 Pro и китайским смартфоном заключается в том, что новинка поддерживает 65-ваттную зарядку вместо 135-ваттной у китайской версии. Телефон оснащен подэкранной фронтальной камерой и 64-мегапиксельной основной камерой. В игровом смартфоне камеры вовсе не являются главным элементом. Мы получили два динамика и систему охлаждения Ice Magic, которая сочетает в себе по серебряную пластину радиатора и заднюю часть из
нано-серебристого стекла. Сообщается, что такая комбинация материалов проявляет себя гораздо лучше, чем медь, применяемая в большинстве игровых смартфонов. Устройство работает под управлением Android 12 и имеет пользовательский интерфейс Red Magic 5.0. Настройки экрана блокировки весьма и весьма проработаны. Пользователь имеет много возможностей для кастомизации. Большой выбор картинок, в том числе анимированных. Продажи уже начались, а именно 22 апреля. Версия 256 гигабайт своей флеш-памяти стоит $800. Старшая версия 512 гигабайт своей флеш-памяти стоит $900. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Nubia выпускает все лучшие и лучшие смартфоны. Мы должны понимать, что сейчас очень мало интересных гаджетов. А если взять игровые смартфоны, то их можно по пальцам пересчитать. Также вы должны понимать, что мы получили очень и очень интересные технические характеристики. 18 гигабайт оперативной памяти. Есть. AMOLED-экран. Да, для некоторых людей это не такой уж большой плюс, потому что IPS-экраны показывают естественную картинку. Но все же, 512 гигабайт своей флеш-памяти есть в максимальной конфигурации. А вот 65-ваттная быстрая зарядка в глобальном исполнении, конечно же, расстраивает. То есть, не знаю, с чем это связано, почему так урезали глобальную версию, а китайская, пожалуйста, или азиатская получила намного круче блочок. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, но вполне возможно, что тем самым все-таки производитель экономит средства покупателей. То есть там нужно было бы доплатить где-то $50, а это уже, извините меня, большая разница, 800 или 850. По поводу камер. Да, вы должны понимать, что камера у данного смартфона это, конечно же, не высший класс. Конечно же, вы тут не будете получать замечательные, отличные, восхитительные снимки. Но все же камера есть. Данной камерой можно пользоваться, выполняя какие-то простейшие задачи. То есть солнечную погоду фотографируем без каких-либо проблем. А вот уже в помещении с недостаточной освещенностью мы уже, к сожалению, не сможем сделать восхитительные снимки. А по поводу Snapdragon 8 Gen 1, это достаточно интересный процессор, но он, конечно же, нагревает ваш смартфон. Конечно же, все люди ждут, когда будет представлен другой процессор, улучшенный Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Gen 2. То есть там производитель думает сделать все-таки скачок к тому, чтобы охладить этого зверя, потому что действительно телефон нагревается, действительно есть проблемы. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.